Доброго времени суток! В этом обзоре будет кратко рассмотрена программа WebScout, а также основные практические моменты по работе с ней. За более подробной информацией вы можете обратиться к документации. Она распространяется вместе с дистрибутивом. Демонстрироваться все будет на тестовом хосте example.com, который размещен локально. Вы можете видеть его на фоне. Это обычный форум. Для начала создадим новый проект и назовем его Example. Видим, что он появился у нас в списке проектов. Теперь добавим в этот проект наш хост. Хост успешно добавился, и мы видим его в общем списке хостов данного проекта. Демонстрацию работы начинаем с модуля Pre, который занимается тем, что проводит предварительное исследование хоста. У него на данный момент есть только одно действие — scan. Указываем наш хост. И для имитации реальной работы я указываю еще локальный DNS. Естественно, в реальной ситуации DNS либо остается по умолчанию, либо указывается на ваше усмотрение. Сканирование начинается и проходит достаточно быстро. Сканирование завершилось. У него есть какие-то определенные результаты. Для начала на указанном DNS-сервере было найдено по словарю именно модуля Pre 3 домена: это www, admin и dev. Далее были получены кодировки. UTF-8 было получено и из HTTP заголовков, и из HTML кода. Указаны заголовки, которые нам могут быть интересны. Найдена одна резервная копия, предположительно. Также указано, что на запросы директорий и файлов несуществующих сервера отвечает 404. Есть совпадение по поиску фразы Powered by на главной странице. Найдено несколько директорий и несколько файлов. Справа от них вы видите указанные коды ответа. Обращаю ваше внимание на то, что у модуля Pre базы собственные. Пути к ним вы можете найти в документации. И другие модули, которые, например, ищут доменные имена или директории файлы на сервере, имеют свои более расширенные базы. Далее рассмотрим модули для DNS-брута. Первый из них DNS-брут-dict. Он перебирает доменные имена по словарю. Единственное его действие — root. Задаем шаблон хоста, с которым будем работать. Маркировочный символ ставим на это место для того, чтобы происходил поиск поддоменов. Словарь указываем встроенный. И можно запускать. Модуль отработал достаточно быстро и сообщил нам о нахождении 5 поддоменов, справа от которых указан DNS-сервер, на котором они были найдены. Теперь запустим модуль DNS-брут-mask на перебор какой-нибудь простенькой маски. Например, все буквы английского алфавита нижнего регистра длиною в 3 символа.
Модуль закончил свою работу и сообщает нам о 3 найденных поддоменах, попадающих под указанную нами маску. Давайте теперь выведем список всех хостов, которые имеются в нашем проекте. Вот мы видим все доменные имена, которые были обнаружены модулями DNSBrood. Сразу после обнаружения они были внесены в базу. Следующими рассмотрим модули, которые работают непосредственно с целевым сайтом. Первые из них будут модули DAVs, которые по словарю либо по маскам ищут файлы и директории на целевом сайте. Первым будет DAVs-dict. Они имеют одно действие scan. Указываем хост, указываем словарь, указываем шаблон подстановки, куда именно будут поставляться фразы из словаря. В нашем случае это к корню сайта. И запускаем. Сканирование завершилось, и модуль сообщает о 3 найденных URL. Теперь попробуем с помощью модуля DAVs-mask поискать PHP-файлы, находящиеся на нашем сайте. Как маску укажем символы нижнего регистра и цифры от 1 до 2 символов и следующий шаблон. Запускаем сканирование. И видим, что оно сообщает нам об одном найденном файле, имя которого как раз подходит под указанную маску. Теперь попробуем произвести то же самое сканирование, только на хосте, на котором включена защита от ботов. Я сейчас включил ее на example.com, и выглядит она следующим образом. Пользователя просит подождать 5 секунд, после чего его перебрасывает на адрес, который он запрашивал. В течение этих 5 секунд выполняется определенный JavaScript, который, конечно, не может быть выполнен при обычном сканировании. И только после его выполнения пользователя допускают до непосредственно сайта. Включается необходимый нам режим с помощью параметра Selenium, значение 1. Далее нам обязательно нужно указать параметр NotFoundRe, в котором должен содержаться признак ответа 404 NotFound. Получить его очень легко. Запрашиваем директорию на целевом хосте и запрашиваем любой файл. Мы видим, что у нас в обоих случаях есть одинаковая фраза no road found for. Вот ее мы и возьмем. И теперь необходимо указать параметр DDoS detect phrase. Его содержимое можно узнать достаточно просто. Мы самым примитивным способом запросим главную страницу нашего целевого сайта. Вот мы видим некоторый JavaScript код и есть фраза большими буквами protection. По ней и будем определять, что сработала защита от ботов.
количество потоков укажем 1. Вот видим, сработала защита. И дальше сканер начал перебирать все возможные выражения по указанной нами маске. Работа модуля закончилась. Она хоть и длилась значительно большее время, но зато защита от ботов не составила никаких проблем, и получили мы в итоге тот же самый результат. Следующим мы рассмотрим модуль CMS, который по внутренним сигнатурам WebScout определяет скрипты, которые установлены на целевом сайте. С ним все достаточно просто. Для самого примитивного сканирования нужно лишь указать название хоста и действие. Действие scan у него тоже единственное, как и в принципе у всех рабочих модулей. Указываем хост, и более ничего не нужно. На хосте example.com я защиту от ботов отключил, поэтому простое сканирование должно пройти успешно. База, конечно же, в этом тестовом варианте уменьшена, но вместе с дистрибутивом она идет достаточно большая. Вот мы видим, что модуль нашел 45 новых ссылок. Все их поместил в базу данных. И у нас есть одно совпадение с сигнатурой PHP-BB3 на 71%. Это правильное определение, потому что на example.com действительно установлен PHP-BB3. Запускать сканирование у данного модуля в Selenium режиме мы не будем, потому что оно происходит точно так же, как и в случае с предыдущими модулями, с теми же самыми параметрами. Далее рассмотрим модуль Backups Finder. Он занимается тем, что на основании найденных ранее ссылок генерирует возможные адреса резервных копий и каждый этот адрес проверяет. При нахождении, разумеется, сообщает пользователю. Как вы помните, в самом начале модуль pre нашел резервную копию файла config.php с расширением .old. Затем модуль davsdict нашел и поместил в нашу базу ссылку на файл config.php. И, следовательно, сейчас модуль Backups Finder должен найти ту же самую резервную копию, что и нашел модуль pre, так как ссылка на config.php у нас в проекте имеется. Запускается он так же просто, как и модуль CMS. Указывать нужно лишь хост. В базе сейчас содержатся ссылки, которые собрал модуль CMS, затем собрали два модуля DAVS. На основании их он и начнет свои поиски. В процессе сканирования что-то пошло не так, и WebScout сообщил нам о наличии очень большого количества позитивных срабатываний. Также он вывел последний из них, и мы сейчас проверим, в чем дело. Мы берем первую ссылку, код ответа 403. Берем вторую, то же самое. Получается, что проверяя ссылки внутри директории includes, Backups Finder всегда получал ответы с кодом 403 и брал их как положительное срабатывание. Хотя на самом деле никаких этих ссылок на сервере не существует. Просто запрещен какой-либо доступ в директорию includes. Чтобы этого избежать, мы задаем опцию not found codes, в которой указываем код 403.
Теперь Backups Finder в процессе работы не будет такие ответы учитывать как положительные. Вот видим, его работа закончилась, и найден всего один бэкап, это файл config.php.old. Теперь немного отвлечемся от рабочих модулей и кратко ознакомимся с веб-интерфейсом. Он установлен у меня на домене ws.com. Первая страница имеет достаточно примитивный вид. Мы выбираем сперва проект, затем выбираем хост, который нас интересует, и видим три вкладки. На первой располагается карта сайта. Здесь вот есть файлы, которые обнаружил DAVS. Есть директории, которые обнаружены модулем CMS, потому что они все присутствуют в его сигнатурах. Сейчас эту карту мы будем очень сильно дополнять. На второй вкладке «Информация» содержатся результаты работы модулей PRE и CMS. Вот все, что PRE нашел в самом начале этого видео, и модуль CMS добавил сюда запись, вот что есть совпадение с такой-то сигнатурой на такой-то процент. Во вкладке «Запросы» содержатся результаты работ модулей Backups Finder, и фазер модулей. Мы еще на эту вкладку вернемся, когда будем их рассматривать чуть попозже. Сейчас же мы больше будем работать со вкладкой «Карта URL». Для этого мы воспользуемся модулем «Паук», чьей целью является сбор как можно большего количества ссылок на сайте, а также адресов различных скриптов, изображений, если конфигурация позволяет, CSS стилей и прочих ссылок. Запускается он точно так же просто, как и прошлые модули. Указываем, что сканировать нужно example.com, и запускаем. Итак, Spider закончил свою работу. Давайте посмотрим на ее результат. Первое, что вас может удивить, это очень сильно меняющиеся показания счетчиков и странные цифры. Вот, например, более 100% выполненной работы, отрицательное общее время работы. Это связано с тем, что счетчик работает с цифрами ссылок и прогресса, которые есть вот на данный момент. В то же самое время у паука в памяти находятся еще какие-то ссылки. С полученных страниц он берет еще какие-то ссылки, далее их помещает в базу, вносит в счетчик, показатели опять меняются. И в общем, в принципе, в процессе работы паука эти цифры стабилизируются только где-то к самому концу, когда новых ссылок уже нет. Работа паука, как видно, остановилась примерно на 2000 запросов, на 2000 ссылок. Это потому, что в файле config.ini выставлен соответствующий лимит, дабы не тратить много времени. После этого паук сообщает, что он помещает информацию об этих ссылках в базу и затем выводит определенную статистику, в частности, общее количество ссылок, которые он нашел, и некоторые медленные ссылки. После этого мы можем обновить карту сайта, и мы увидим, что она стала значительно больше, нежели была до этого. Это все от того, что паук внес данные, которые он нашел, в общую карту. Ну и в завершении этого краткого обзора паука скажу, что его запуск в Selenium режиме абсолютно ничем не отличается от других модулей. Выглядит это как несколько окон браузеров, которые просто проходят по различным ссылкам.
Следующий модуль, который мы рассмотрим, будет модуль Fuzzy URLs. Аналогично пауку, поисковику бэкапов и прочим модулям, он запускается очень просто и занимается тем, что на основании найденных прошлыми модулями ссылок пытается спровоцировать сервер на вывод различных ошибок. Работает он только с ссылками, которые имеют какие-либо параметры, и проверяет, подменяя значение этих параметров, проверяет ответ сервера на различные ключевые слова. Так, запускаем его. Вот модуль закончил работу и получил на основе имеющихся ссылок 204 варианта для проверки. И вот указаны ссылки, на которых были найдены ключевые слова, и справа в скобочках сами слова, которые были им обнаружены. Возьмем самую первую ссылку, пройдем по ней. Вот и видим, например, ошибку PHP. Вот таким образом работает модуль Fuzzy URLs. Свои результаты работы он вносит в базу данных, и просмотреть их можно на вкладке «Запросы». Вот мы видим все ссылки, которые были выведены, и в описании слова, которые по этим ссылкам были обнаружены. Модуль Fuzzy URLs может работать в Selenium режиме. Также есть аналогичный модуль Fuzzy Headers, но он работает именно с заголовками запросов. В остальном работа абсолютно идентичная Fuzzy URLs. Единственное, что у Fuzzy Headers отсутствует Selenium режим. И последний модуль, который будет рассмотрен в этом обзоре, это Form Brooder. Предназначен он для подбора паролей к формам, как в обычном, так и в Selenium режимах. Экспериментировать мы будем на phpMyAdmin, который находится по адресу вот по такому. У нас сейчас защита от ботов не включена, и мы попробуем запустить обычный перебор. И единственное его действие — это root. Указываем хост, указываем логин, который мы будем брутить. Это в нашем случае example. Указываем URL, по которому нужно будет отправлять запросы. Указываем словарь для перебора. Указываем параметр firstStop для того, чтобы переборщик остановился после первого найденного пароля. Также укажем параметр falsePhrase. Это фраза, по наличию которой в ответе сервера модуль поймет, что пароль не подошел. Можно указать PMA username. Это имя, это идентификатор поля логина в основной форме авторизации. Далее нам нужно указать конфигурационную строку брута в параметре conf.str. По сути, это тело пост-запроса, который будет уходить на сервер, просто с определенными маркерами. Вот стандартное тело запроса, которое уходит при авторизации в PMA. На место пароля в параметр PMA password мы вписываем маркер pass, а в PMA username вписываем маркер user. Так, поправим еще тут ошибку.
Вот запустили, перебор начался. Модуль в конце работы сообщает, что он нашел пароль example. Пробуем авторизоваться. Видим, что пароль подошел. Теперь попробуем проделать то же самое, но включив защиту от ботов. Для того, чтобы работать в Selenium режиме, придется изменить некоторые параметры. В частности, параметр conf.str используется только при обычной работе. В Selenium режиме это параметр conf.file. Он у меня уже заготовлен. И выглядит следующим образом. В левой части находятся уже известные вам маркеры. User Pass и дополнительный маркер Submit, относящийся к кнопке отправки формы. Через табуляцию от них находятся CSS-селекторы. Input Username – это ID поля логина в форме авторизации. Input Password – ID поля пароля. И Input Go – ID кнопки отправки формы. Указываем его имя. Указываем уже знакомый нам параметр detect phrase. Количество потоков уменьшим до 2. Я убираю из параметров параметр FirstStep, потому что с Selenium сканированием он ведет себя не совсем адекватно. И все, с этим набором параметров можно запускать перебор. Вот открывается первое окно, сейчас появится второе. Защита удачно отработала. Все. Видим, что модуль заполняет формы и отправляет их на сервер, кликая по кнопке Go. Сейчас нам остается только ждать, когда в каком-то из окон произойдет успешная авторизация. Вот мы только что видели, что в первом окне она произошла. Вот окна закрылись, и как результат нам модуль выдал тот же самый пароль, что был найден до этого, когда защита была выключена. На этом наш краткий обзор заканчивается. Он действительно очень краткий, потому что в нем не затронута большая часть параметров всех модулей и очень много функционала. И цель этого обзора была именно в общих чертах как-то в целом показать основные возможности веб-скаута. Я надеюсь, проект вас заинтересовал. Очень советую ознакомиться с подробной документацией. Ну и также по любым вопросам, проблемам, с любыми предложениями осуществлять фидбэк любыми доступными способами. Приходите на форум проекта, пишите там. Будем благодарны за любую информацию, поступающую от пользователей. До встречи.